Вы можете сами оценить психическое развитие своего ребенка. Например, проверить наличие основных рефлексов. Подошвенный рефлекс – вы проводите пальцем по подошве, и ребенок отдергивает ножку. Сосательный рефлекс – вы проводите пальцем ребенку по губам, и он с готовностью складывает губы трубочкой и причмокивает, делает сосательные движения. Хватательный рефлекс – вы вкладываете кончик пальца ребенку в руку, и тот крепко сжимает его. Если перечисленные, согласитесь, довольно забавные, рефлексы присутствуют, ваш ребенок в норме. Некоторые молодые родители с первого дня, как только привезут ребенка из роддома, ходят по квартире на цыпочках, боясь потревожить новорожденного. Быть может, это излишне. В первые несколько дней после рождения, около недели, ребенок еще не очень хорошо слышит. Слуховой нерв развивается полностью в течение всего первого года жизни. Соответственно, и слух у малыша развивается постепенно. С первого же дня жизни обращайте внимание на слух вашего малыша. С достоверностью учеными установлено, что ребенок еще в утробе матери слышит звуки, приглушенные, конечно, звуки музыки, голоса. Кстати, голос матери ребенок уже отличает от других, этот голос слышится ему громче. Ребенок воспринимает его не только органом слуха, но и телом, так называемая тканевая проводимость. Вы не знаете, как Бетховен слушал музыку, когда у него наступила полная глухота? Он слушал музыку телом, обняв рояль. Когда ребенок родился и вам его впервые принесли, он уже узнает ваш голос. Этот голос ему родной. Говорите с ним почаще. И помните, ребенок уже хорошо различает интонации, ласковый тон от строгого отличит. Что касается развития слуха, не только физиологического, но и музыкального, старайтесь, чтобы ваш ребенок по рекомендации некоторых авторов купался в звуке. Конечно же, эти купания должны проводиться, когда ребенок бодрствует. В первый месяц жизни ваш малыш почти все время спит, но вот он немного подрос, и все чаще приходит время общения. Говорите с малышом, развивайте его слух, пусть в вашем доме в такие минуты звучит музыка, негромкая спокойная музыка, из классики что-нибудь, с легко угадываемым мелодичным рисунком. Глаза как сложный оптический прибор тоже еще не вполне развиты у новорожденного. Установлено, да вы и сами заметите, что в первые дни ребенок еще не может фиксировать взгляд. Скоро малыш уже будет справляться с этим делом, но он еще некоторое время не способен перестраиваться на близкие и дальние объекты. Он как бы видит на одном расстоянии. И это расстояние составляет 25-30 см. Отсюда и рекомендации. Если вы хотите что-либо показать своему малышу, яркую игрушку, например, держите ее перед ним на расстоянии 25-30 см. Если вы хотите, чтобы ребенок рассмотрел выражение вашего лица, а он уже отличает ласковое лицо от спокойного и тем более строгого, приблизьтесь к ребенку на расстоянии 25-30 см. Здесь будет уместно вспомнить рекомендации ученых к чтению, чтобы книга от читающего человека находилась на расстоянии 25-30 см. Как вы думаете, это случайное совпадение? Когда ребенок видит ваше лицо, пусть он видит ласковую улыбку. В этом случае он чувствует себя защищенным, и настроение у него будет лучше. Малыш все понимает. Понимание ему обеспечивают инстинкты. Они для него как автопилот в море эмоций и ощущений. У ребенка, открывающего мир, с первых дней жизни должны быть задействованы все органы чувств. О слуховых и зрительных впечатлениях мы уже говорили. Органы обоняния и вкуса у ребенка тоже достаточно развиты, работают, это установлено экспериментально. Теперь о чувстве осязания. Когда ребенок бодрствует, ему необходимо чувствовать свое тело, ощущать прикосновение к телу.
Это важно и для правильного формирования органов восприятия, и для последующей верной ориентации в пространстве. Если ребенок не спит, возитесь с ним побольше. Ему это нравится, ему это полезно. На втором месяце жизни стул у ребенка может быть от 1 до 3-4 раз, по консистенции вязкий, цвет светло-желтый. Если детский стул появляется зеленый или водянистый с прожилками крови и слизи, и если при этом отмечается потеря в весе ребенка, обращайтесь к врачу. Часто у ребенка сразу после кормления бывает небольшое срыгивание. Это нормальное явление, которое объясняется тем, что вместе с молоком ребенок проглатывает немного воздуха. Молодых родителей обычно тревожит это. Они стараются очень осторожно положить ребенка в кроватку, а тот все равно срыгивает немного молока. Опыт показывает, что не надо спешить укладывать ребенка после кормления. Подержите вашего малыша несколько минут в вертикальном положении, и вы услышите, как с легким звуком отрыгнулся воздух. После этого можно уже смело положить ребенка в кроватку. Но следует различать обычное срыгивание от рвоты. Если срыгивание – явление чисто физиологическое, то рвота – уже признак болезни. Срыгивает ребенок молоком неизмененных качеств, молоко нествороженное, имеет обычный цвет и запах. При рвоте картина меняется, молоко из рвотных масс створожено, желтоватого цвета и неприятного кисловатого запаха. Как правило, рвотой сопровождается повышение температуры, даже у детей более старшего возраста. Еще при рвоте может быть вздутый животик, ребенок ведет себя беспокойно. Надо срочно обращаться за помощью врача. Есть важное правило, которое необходимо знать и соблюдать. После кормления не кладите ребенка на спину. Если он в положении на спине срыгнет, то молоко может попасть в дыхательное горло. Это очень опасно. Ребенок покушал, вы положили его на бочок. Ребенка в первые 3 месяца жизни, и родителей соответственно, поскольку они очень любят своего малыша, может донимать икота. Это не болезнь, и особенно волноваться при икоте не следует. Это всего лишь непроизвольные периодические сокращения диафрагмы. Появляется икота обычно после кормления и продолжаться может долго, иной раз до получаса. Самого ребенка она сильно не беспокоит, но неприятность икоты в том, что она может привести к срыгиванию. Родители только что так радовались, что их ребеночек поел, и вдруг икота, а за ней срыгивание. Необходимо помнить, что при икоте самое главное — спокойствие, не волноваться, не раздражаться, самому и не волновать свое чадо. Бытует мнение, что икота возникает от перекармливания. Возможно. Действительно, не следует перекармливать ребенка. Некоторые опытные бабушки считают, что икает ребенок, когда замерзнет, укрывают его потеплее, прикладывают грелку к ножкам. Иногда помогает и это. А если помогает, значит, можно взять на заметку. Попробуйте. При икоте может помочь и теплое питье. Попробуйте дать ребенку несколько ложечек слабенького теплого чая или просто теплой кипяченой воды. Никогда не забывайте, что кожа у детей очень нежная, а сам ребенок еще слаб, чтобы успешно противостоять некоторым неблагоприятным внешним факторам. Нельзя легкомысленно долго оставлять ребенка лежать на мокром, в мокрых пеленках. От этого на тельце малыша могут появиться опрелости. Проявляются опрелости в виде покраснения участков кожи. Кожа воспалена, очень чувствительна, болезненна. Ребенок, естественно, беспокоен, плачет. Если не принять соответствующих мер, на месте покраснений могут образоваться волдыри. Волдыри затем лопаются, и картина возникает из неприятных. Каким образом не допустить опрелости? Стремиться перепеленать ребенка вовремя. Обратить внимание на качество стирки пеленок. В ткани могут присутствовать остатки мочевой кислоты,
которые даже при сухих пеленках способны раздражать нежную кожу.